Кажется, пришло время все рассказать. Мы вынуждены покинуть эту страну. Мы очень любим Сербию. Это страна, которая неожиданно стала для нас домом, дала безопасность, дала рост, дала друзей. Но мы все же вынуждены ее покинуть. И сегодня я объясню почему. Но прежде разрешите все-таки начать с плюсов этой страны. Первый плюс – это люди, которые живут сердцем. Сербы – это отдельная вселенная доброты. Ни холодности, ни высокомерия, везде помощь, улыбки, спокойствие. В интернете полно историй, когда доброта сербов просто сражает людей. Когда властник не поднял, а наоборот снизил стоимость аренды. Когда хозяйка цветочной лавки отдает букет и говорит «потом занесешь» девушке, которая забыла деньги и спешила на день рождения. Мы сами в первый же день приезда столкнулись с этим, когда хозяйка дома, который мы арендуем, приготовила ужин к нашему заезду. Второй плюс. Уверен, за это меня захейтят все наши соотечественники, но это очень безопасная страна. Дети могут гулять, взрослые возвращаться домой без страха. Для нас это огромная ценность. Третий плюс, о нем я рассказывал в одном из наших шортс, это философия полака. Жизнь без стресса. Жизнь мягкая, люди не спешат, не давят, не создают напряжения. После больших городов это как дыхание. Четвертый плюс – все близко. Море, горы, Европа, субботы горы, воскресенье море. Такая компактность – это роскошь. Пятый плюс – семейственность и любовь к детям. Детей искренне принимают, никаких косых взглядов в кафе, никаких «шшш». И вот поэтому нам было так тяжело принять решение. У каждой страны есть свои особенности. К чему-то мы спокойно адаптировались, что-то просто приняли как данность, что-то даже не заметили. Я сейчас про те минусы, о которых пойдет речь. Но есть одна вещь, к которой адаптироваться невозможно. Первый минус – это карьера. Да, рынок маленький, но все строится удаленно. Для нас не критично. Второй минус – не учить язык не получится. Говорят, сербский очень тяжелый, но его возможно учить. Опять вроде бы и не проблема. Третий минус – цены, особенно на аренду, особенно в больших городах, но это решается, если выбрать, как мы, город поменьше. Четвертый минус – образование. Да, оно проще, чем в Европе, но куча примеров, когда дети потом легко поступают в университеты в ЕС. Им даже ничего не нужно приравнивать. Но есть то, что не решается привычкой, не решается терпением и не решается оптимизмом. Главная причина, которую невозможно игнорировать, это экология и здоровье детей. Воздух – это то, что не видно, но ощущается каждый день. Пыль, туман, сезонный смог, сербские зимы, когда окна нельзя открыть, частный сектор, который топит чем угодно, и даже не понимаешь, насколько это влияет, пока не сталкиваешься с последствиями. Аллергии у детей это особенно чувствуется, и вот это главное. Наши дети стали болеть. У детей начались аллергии, которых раньше не было, и которые не проходят месяцами. Сенсибилизация растет, весной и осенью адская пыль, плюс бытовые аллергены. Летом реакция на пыль и сухость воздуха. Зимой реагируют на дым и отопление углем, дровами. Это не подождет, это не привыкнем, это не давай попробуем еще сезон. Мы начали замечать тенденцию. Кожные реакции, длительный насморк, аллергический кашель, отечность глаз, усталость у детей. И каждый врач в Сербии говорит одно и то же. Аллергии здесь сильные, с каждым годом становится все хуже. И в этот момент выбор становится не просто про страну, а про здоровье. Ты можешь сменить район, работу, школу, но ты не можешь сменить воздух, ты не можешь выключить пыльцу. Ты не можешь поменять отопление у соседей. И когда у детей ухудшается здоровье, это момент, в который решение принимается без дискуссий. Мы не уезжаем, потому что нам было плохо. Мы уезжаем, потому что детям нужно дышать. Потому что здоровье – это единственное, что невозможно компенсировать ни доходом, ни комфортом, ни безопасностью. И мы всегда будем благодарны Сербии за то, что она нас приняла, дала время, дом, безопасность и друзей. Мы оставляем здесь часть сердца. Но сейчас нам нужно место, где детям будет легче дышать и где их здоровье не будет зависеть от сезона и качества воздуха. Признаться, это решение далось нам очень тяжело, потому что за 1,5 года мы прямо плотно прикипели к стране, к людям, к окружению. И это видно по детям и видно по нам, когда мы обсуждаем эту тему. Но впереди у нас большой путь, новая страна, новые правила, новая адаптация. Нам снова надо выбрать страну, найти работу или открыть фирму, найти жилье, учить язык.
И, конечно же, обо всем этом мы снимем новые видео и подробно расскажем. Ну и самое главное, впереди новая глава нашей жизни. Если вам интересно, куда мы поедем дальше, как будем устраиваться и что ждет нас впереди, то продолжение следует.